Калия, да, шанда бие хөп дияттебит. Мал көрөккө да хаттыкыбы. Заявно справа. Гуляем полицейский колес и глубина. Участок Сигян-Кёль-Сибян-Кёль по праву считается одной из самых сложных и опасных дорог в Якутии. Движение транспорта по Зимнику открыто с середины декабря до конца апреля. Оставшиеся 210 километров проходят вдоль ущелья гор, где протекают речки Тумара и Нёра, которые не замерзают даже в 50-градусные морозы. Особую опасность представляет глубина речек, местами достигающая 3 метров, в сочетании с тонким льдом. Немало жизней забрали здешние места. Снежные и водные преграды являются испытанием не только для техники. Именно здесь имеются все условия для формирования у человека стойкого нордического характера. Умение выживать в форс-мажорных обстоятельствах. Многие не справляются с этим и больше в эти края не приезжают. Провал под лед, поломка, холод, голод. На дороге может случиться все, что угодно. В одиночку выжить невозможно. Николай Иванов – местный парень, уроженец села Суардах, опытный водитель. Он за рулем КамАЗа исколесил немало зимников, часто отправляясь в такие труднодоступные участки, где работают только настоящие мастера своего дела, профессионалы. Из-за того, что дорога тяжелая, немного задержались. Но все хорошо, вроде обошлось. Хотя были и вода, и снег, но мы свое дело сделали. Довольно тяжелая дорога. По всей республике она входит в одну из самых сложных. Вокруг наледи, снег, перевал, поездка по воде – все есть. Дорога с препятствиями. А сейчас с наступлением весны потеплело, распогодилось. Вода стекается с гор. Когда теплеет, выходит наледь. Например, на больших реках при перепадах температуры вода выдавливается. У нас, как потеплеет, везде образуются наледи. Или при больших похолоданиях вода также выдавливается. То, что потеплело, конечно, хорошо, но не все. Опять везде будут сплошные воды, скользкие дороги, косогоры. Одна машина чуть не опрокинулась при скольжении. Опасно. Если хоть однажды допустишь ошибку, то можно пропасть. Очень тяжелый зимник. Несмотря на то, что можно проложить дорогу боковой стороной, полкой, дорогу хорошо не эксплуатируют. Работу дорожников сами смотрите. Ужасно все. Серега Алексеев, прозвище Камикадзе, бывалый шофер в этом зимнике. Бывший дорожник, хозяин кафе, человек почти как диспетчер этих краев. В прошедшие годы по обслуживанию дорог работали намские дорожники. Мне их работа понравилась. Они хорошо поработали. При них эксплуатация дорог была безопасной. За последние 6 лет 3 года проработал в Уйгу Баян, а после еще 3 года работал в прогнозе в качестве дорожника. В этом году завершил. Говорят, что было неплохо. Хорошо же было. Просторные дороги делали. Всегда здесь трактор приезжал, уезжал, а сейчас нет. Дежурный постоянно приезжал. В месяц по 4 выезда бывало. Приезжали, уезжали, а после снегопада еще и почищали. На стоянках убирали мусор, сжигали. Так и было. А сейчас ничего нет. Ровным счетом ничего не делают. Есть такая тема.
В следующем году, наверное, будет хорошо. Хорошо было бы, если бы начали работать. Надо продвигать дело. Лишь бы все благополучно сложилось. Участок Сигян-Кёль-Себян-Кёль по праву считается одной из самых сложных и опасных дорог в Якутии. Сейчас будет подъем. Как он, интересно? Дорога скользкая или нет? Из-за лени цепи не надеваем. Обычно, если буксуешь, только тогда цепи ставишь. Раньше здесь Верхоянская трасса шла. Оказывается, сюда проезжали на перерез через Суардах, а через ту дорогу уезжали в сторону Якутска. Вот через эту дорогу проходили полицильные. Многие заключенные сбегали с Медвежьей горы и по пути умирали, блуждали. Ударившиеся в бега ссыльные забредали в эти места. Были среди них и бандиты разные, заключенные. Тяжелая дорога. Если по пути случится поломка, есть только один возможный выход. Нужно как можно быстрее сделать ремонт на месте и двинуться дальше. Если замешкаться и задержаться, то машину может сковать льдом, ведь вода поступает очень быстро, затопляя по 2-3 километра дороги каждый день. Так можно ее потерять. Хорошо, что у этих парней есть спутниковая связь. Попутно они заказали нужные запчасти. На вторую ночь запчасти доставили. Быстро отремонтировав технику, тронулись в путь. Этому брату не хватило времени на ремонт. За одну ночь вода уже поступила вокруг машины. Лед намертво сковал ее.
Перевал весь замело вчера вечером. Там, да? А сейчас как, когда проехали? Проехали. Нормально сегодня. Откуда едем? С Андебала. Как дорога? Совсем плохая. На Юрюпане достала. В тундре тоже как-то не так. В тундре как, замело? Прочистили? Нет, все вот так. Кабина болтается. А временами вот так качает. В пути-то все незаметно станет. Еще какие новости? Домой едем. Ну, как-нибудь благополучно доехать. Там дальше есть небольшой овраг. Надо его как-то проехать. Рессора надломилась. Надеюсь, проедем. Благополучно проехать. Удачи. Ребята в час ночи сделали остановку. После тщательной проверки состояния машин расположились, чтобы поспать. В 5 утра, после перекуса и крепкого кофе, готовятся к дальней дороге. Впереди их ждет тяжелый промежуток времени. Эту местность надо во что бы то ни стало проехать засветло, иначе в темноте есть риск провалиться в воду. Из самых сложных и опасных дорог в Якутии.
В некоторых местах очень скользко. Если тормоз слабый, то прощения не будет. Тем более с грузом. Вчера там груженые буксовали под мокрым снегом. И того задом поехали. Ничего не помогает. Тормоз не выдержал, и задняя передача не помогла. Задом стали скользить. Если запаниковать, тут же пропадешь. Сильно забуксовали. Но снегопад-то все равно идет. Простояв полчаса, не выдержали. Решили снова попробовать. Все блокировки включили. Но обратно спустились. Потом подъехал Урал-одиночка, а точнее КамАЗ. Поднявшись ровно к самой вершине, обратно соскользнул. Обидно. Мы хотели, чтобы он протащил нас, но побаивался. Есть риск вместе соскользнуть назад. Потом все же прицепили. Увидев, как я заехал на вершину, его также затащил. Хорошо, что ППР. Если бы был КамАЗ десятка, не простил бы. Тут на перевале после наледи бывает нехорошо. Сейчас уже тепло. Хоть накладка быстрее просыхает. Зимой замучаешься. Если хорошо не прогреть, то после перевала можно как на санках скользить. Надо, чтобы тормоза на прицепе или машине всегда были сухими. Досадно, что после преодоления наледи с водой сразу начинается перевал. Давид Дичковский стоит. Ну, по колье пришли. Банки тоже по объезду, да? Не, мы напрямую прошли. Вода дальше не пошла, да? Ну так-то по воде. Итого, когда начали путь? В 6, да? После ночной поездки напарник отсыпается. Во сколько ночью останавливались? В 3 часа. И с утра в пути уже. На такой дороге напарник – самый нужный человек. Без напарника невозможно ехать. Тяжелая дорога. Для поездки на бензовозе к соглашению ДОПОК надо добавить наличие напарника. Без ДОПОК как условие. А то мне уже выписывали 2 раза штраф из-за него. А нам что делать? Без напарника невозможно преодолеть такой путь. А напарник с ДОПОК – это нереально. Говорят, что должны одни ездить. В такой опасной дороге одни? Без напарника замедляешься сильно. Период зимника очень короткий. Только 3 месяца работаем в году. Поэтому обязательно нужен. Он и днем, и ночью водит. Иногда после обеда нужно поспать пару часов. В это время за руль садится он. После дневного сна силы заметно прибавляются. После зимних поездок к весне совсем выбиваешься из сил. Ничего не хочется делать. Все время одолевает сонливость. А машина не должна останавливаться. При благополучном исходе время проходит незаметно. Сегодня 4 апреля. А в ночь с 3 на 4 за бортом был 40-градусный мороз. Из-за замены масла на минералку прихватил мороз.
надеялись, что холода отступили, потеплело. Немного рано перевели. Из-за того, что на трассе полусинтетическое масло гудит, перевели на минералку. А прошлой ночью чуть не замерзло. Участок Сигян-Кёль-Себян-Кёль по праву считается одной из самых сложных и опасных дорог в Якутии. За ночь дорогу заморозило так, что машина не может проехать. Все это нужно расчистить и раздробить вручную. Только тогда можно выехать дальше. Чтобы легче было протащить, если застрянет, сперва пытаются проехать на небольшой машине. Что это? Котлеты? Жеребятина? Как будет старый самец? Лошадиная. Жеребец. С яйцами, да? Жеребец, конечно же, с яйцами. При скоплении снега и льда на дороге образуются опасные высокие косогоры. Тяжелая машина может накрениться из-за них и опрокинуться на бок. Чтобы избежать этого, нужно выдолбить высокие места и только потом проезжать. Ночью особую опасность представляют плотные туманы, так как из-за них практически не видно дороги. Следы недавно проезжавших машин заливает водой и замораживает. Пути пустых и груженных автомобилей разные. Если по ошибке поедешь по пути пустых, то пропадешь. Тем не менее, часто необходимо ехать именно в ночное время. Мест для остановок мало, только на стоянках безопасно. В других местах есть опасность затопления водой и замораживания.